Здравствуйте, с вами Тамила Вдовина. Давайте сегодня мы немного поговорим о темперных красках, о том, какие они бывают, и кратко коснемся истории их происхождения и более подробно остановимся на яичной темпере. Темпера происходит от латинского слова temperare – смешивать, в данном случае смешивать краски. И многие с этим мнением не согласны, говорят, что происхождение этого слова от итальянского темпо – время, поскольку эта краска является быстро сохнущей. Конечно, с той поправкой, что все зависит от связующего, на котором приготовлены пигменты. Назвать яичную темперу быстро сохнущей можно в том случае, если мы работаем тонкими слоями без заливок. Это мое субъективное мнение. А вот темперы на поливинилацетатной основе или акриловая темпера, они, по моему мнению, являются более быстро сохнущими красками, нежели яичная темпера. Тем более, что яичная темпера нуждается еще в дополнительном времени. То есть краска как бы на ощупь может быть сухая, но внутри она еще должна несколько часов простоять для того, чтобы полностью пройти процесс просыхания. Есть книга, которая называется «Книга об искусстве», автор ее Чинина Чинини. И по мнению специалистов, в этой книге собран весь средневековый опыт в области технологий, техник живописи. И в том числе там дан рецепт составления темперной краски и основы для нее. Скажу от себя, что после прочтения книги Дионисия Фурнографиота и проведенных в нашей мастерской опытов я больше не рискую экспериментировать с какими-то рецептами старины. И вам не советую, разве что если вы действительно хотите поэкспериментировать на чем-то, на специальных образцах, тогда в этом есть смысл. Но заниматься какой-то работой, которую вы делаете, например, на заказ, и вот вам вдруг в голову приходит мысль провести какой-то эксперимент, этого ни в коем случае нельзя делать без специального проделанного образца в этой технике. Темперные краски имеют название в зависимости от состава, на котором базируется пигмент. Темпера на поливинилацетатной основе называется поливинилацетат. Далее акриловая темпера, казиново-масляная темпера, яичная темпера. Поскольку связующим в яичной темпере в нашем случае будет желток, то ее можно называть желтковой темперой, потому что в древние времена очень часто использовали для художественных целей и белок. Связующим веществом в темперных красках служат как натуральные вещества, так и синтетические. Поскольку мы в желтковой темпере используем куриный желток, и получается, что это у нас натуральный ингредиент, а темпера поливинилацетатная или акриловая, там уже присутствуют синтетические элементы, масла, полимеры. Темперные краски не обязательно покрывать лаком, они могут быть матовыми. Есть, конечно, и множество современных покрытий, как глянцевых, так и матовых. Если у нас есть такая необходимость покрыть свою работу, защитить ее от каких-то воздействий, с этим сейчас никаких проблем нет. Цвета, написанные темперными красками, более устойчивы к внешним факторам, дольше сохраняют изначальную свежесть, в отличие от работ, которые выполнены маслом. Темперная живопись очень разнообразна, как по техническим, как по применяемым материалам, так и по техническим приемам. Как результат, она очень многообразна по своим фактурам. Что касается яичной, вернее, желтковой темперы, она вообще
обладает, я бы сказала, непревзойденными качествами. Я работала в этой технике в течение 30 лет, и несмотря на то, что она довольно-таки сложная, но вместе с тем она неповторима по своей пластике, по своим каким-то мягким, очень нежным переходом из цвета в цвет, из слоя в слой. Она просто незаменима в некоторых вещах. Сказать, что желтковая темпера, она может быть применима не только в иконописи, как многие считают, но она также очень успешно может быть применена в любом другом направлении. Я сниму потом небольшое видео. Темперная живопись очень многообразна по своим приемам, по применяемым материалам в этой технике. Она очень своеобразна, и несмотря на то, что она сложная, я сейчас говорю именно о желтковой темпере, но вместе с тем она дает просто непревзойденный результат. Я сниму на тему того, как и где ее можно применять еще, кроме иконописи, отдельно небольшое видео, и даже покажу вам, что я делаю, какие вещи я делаю в этой технике. Дам ссылочку на мою страничку, где можно ее более подробно рассмотреть. Я хочу сказать, что эта техника очень пластичная, очень красивая, очень яркая, с множеством различных эффектов. Я говорю об эффектах не в таком дешевом их смысле, а здесь можно достигать именно эффектов на глубоком уровне. И поскольку темперная живопись очень разнообразна по своим техническим приемам и материалам, она как результат очень многообразна по своим фактурам. Темпера позволяет работать как тонкими слоями, так и полусухой кистью, мазками, пастозно, лессировками, или как говорят мастера-иконописцы, заливками, плавями, потому что плавь — это именно такой эффект, когда один цвет очень мягко, нежно переходит в другой цвет. И я буду потом показывать специальные упражнения, которые помогут вам научиться это делать в своей работе. В настоящее время промышленным способом изготавливаются 4 вида темперы. Это казиново-масляная темпера, поливинилацетатная, связующая водная дисперсия на основе поливинилацетата. Акриловая темпера — это где связующая водная дисперсия на основе полиакрилатов. Воскомасляная темпера имеет в своей основе композицию с поверхностно-активными веществами. Темперные краски, как и восковые энкаустические краски, имеют очень древнюю историю и уходят вглубь веков своим происхождением. Сейчас несколько слов о восково-масляной темпере. Она интересна тем, что эти краски применялись в Древней Греции при покраске кораблей. Там раскрашивали это все ярко, красочно, и эти краски прекрасно переносили все атмосферные перепады, эту агрессивную морскую среду, где плыли эти корабли, и они не боялись ни солнца, потому что они не выгорали, и то есть они отличались очень высоким качеством. Энкаустические краски применяли еще для росписи надгробных портретов, то есть тогда была такая традиция изображать портрет покойного, и я советую вам посмотреть в интернете, набрать
поисковике «Фаюмский портрет». Эти портреты как раз выполнены в технике энкаустик. Прежде распространения и изобретения масляных красок темперная живопись была приоритетной вплоть до XVII века во многих странах, в том числе и в России. И история использования этих красок по заключениям ученых где-то насчитывает более 3000 лет. Ну, если, конечно, можно доверять этим летоисчислениям. Эти краски использовались в Египте, на Ближнем Востоке, в Древнем Риме, в Греции. И в этих же странах, которые я сейчас назвала, до сих пор сохранились фрески, выполненные в этой технике. В станковой живописи византийских мастеров также преобладала темперная техника. Ну и, как я сказала, в России темперная техника была преобладающей до XVII века. Хочу сказать в заключение, что яичная темпера, желтковая темпера – это богатейшая техника для живописи, для творчества, для самовыражения. Это богатейшая техника для передачи формы тональных и цветовых оттенков. Спасибо за внимание. С вами была Тамила Вдовина. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч.